Мужчина возвращался домой с работы, уставший, но довольный, что день наконец-то подошел к концу. Он шел по знакомой улице и заметил, как в парке на скамейке сидит молодая женщина. На вид ей было около 25 лет. Она была одета в грязные, потрепанные вещи, а ее лицо выражало страх и растерянность. Он подошел ближе и не без опасения спросил: «Ты в порядке? Может, тебе нужна помощь?» Девушка подняла глаза. В ее взгляде было столько отчаяния, что мужчина почувствовал сильное желание помочь. Она вздохнула и с трудом ответила: «Я не знаю, что делать. Все случилось так быстро». Она объяснила, что потеряла все – дом, работу, а потом даже и друзей. Она заплутала в жизни и оказалась на улице. Мужчина предложил ей помощь, предложив пройти к себе домой, где она могла бы привести себя в порядок. Она с благодарностью приняла его предложение, и когда они пришли к нему, он дал ей чистое полотенце и попросил принять душ. Мужчина готовил ужин, пытаясь не думать о ее странном поведении, хотя его что-то настораживало. Когда девушка вышла из ванной, она выглядела гораздо более уставшей, но хотя бы немного спокойной. Однако мужчина не мог не заметить ее татуировки. Их было много – на шее, руках и даже на щиколотке. Все они были яркими и сложными. На некоторых изображениях можно было различить символы, которые явно не имели обычного значения. Вдруг его мысли перескочили на недавнюю новость, о которой он слышал в новостях. 3 дня назад из местной тюрьмы сбежала девушка-зечка, и никто не знал, где она находится. Она была осуждена за серию грабежей и мошенничества. Сигнал тревоги сразу же сработал в его голове, когда он вспомнил детали ее внешности и заметил сходство с изображением беглянки. Его интуиция не подвела. Он быстро достал телефон и позвонил в полицию. «Здесь, в моем доме, возможно, находится беглая преступница. Я готов предоставить все данные». Полиция отреагировала моментально. Через 10 минут в квартиру приехали несколько патрульных машин. Они взяли девушку под стражу, после чего женщина была доставлена в отделение для допроса. Она оказалась тем самым беглецом, о котором шла речь в новостях. Мужчина наблюдал за всем происходящим с удивлением и облегчением. Через несколько дней его пригласили на встречу в полицейский участок. Там ему вручили благодарственное письмо и денежную награду за помощь в поимке преступницы. Все это было довольно странно и неожиданно. Он не искал приключений, а просто хотел помочь человеку. Но теперь, когда все закончилось, он не мог избавиться от мысли, что порой судьба ведет нас такими путями, о которых мы даже не задумываемся. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.